Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 20 по 30 октября. Давайте с вами узнаем, что скоро случится или скоро произойдет. Чего в целом ждать от этой декады. И первым делом мы достанем три карты, как три знака судьбы. Потоковая информация, на чем карты хотят заострить наше внимание. Мы не задаем вопросов, а именно как знаки судьбы или такую подсказку, в каких из сфер жизни, возможно, вам доведется в эти 10 дней принимать важные решения. С чем это будет связано? Может быть, и настроение или правда какой-то конкретный вопрос или персона. Давайте с вами узнаем. Итак, что скоро случится или произойдет? Знаки судьбы для козерогов. Первый знак судьбы, первая карта, второй знак и третий. И если уж мы спросили, что же там скоро случится или с чем мы скоро столкнемся, давайте достанем такую карту. Вся наша жизнь– это причина и следствие. Что скоро произойдет, с чем будут связаны, ну, может быть, как квинтэссенция каких-то событий. Хотя я могу допустить, что и неожиданности мы тоже с ними можем столкнуться. Поэтому достанем такую карту, как неожиданные, может быть, события. Возможно, и правду какую-то узнаете, или у нас на что-то открываются глаза, потому что представление у нас было прежнее одно, а тут какая-то информация заставляет нас тоже что-то пересмотреть, переиграть. Ну или опять же человек появится неожиданно. И к чему это все идет, что может быть прояснится, зачем все это было нужно, спросим, да? И давайте узнаем, чего же ждать по основным сферам жизни. Первая карта– чего ждать? Любовь, личная жизнь, в целом взаимоотношения. Чего ждать в сфере финансов? И точно так же, чего же ждать сфера достижений. Это и работа, это могут быть важные встречи, какие-то контакты, подписание документов, соглашений. У кого что, одним словом. Давайте будем узнавать первый знак судьбы. Вот когда такие карты выпадают, хочется сказать, что да все хорошо. В принципе, все то, что мы с вами достали, не суть важно, потому как вы, понимаете, управляете, контролируете ситуацию. А, и дело в том, что, конечно, эта карта императрицы– это карта сильного человека, карта статусного человека. У кого-то это может говорить и о важных контактах важной женщины в вашей жизни. Но тогда я могу сказать, что вы не одни. Но больше карта говорит как подсказку, что придется какие-то решения принимать, как вот именно вам самим. Мои дорогие девочки, тут могут быть, конечно, иногда такие вопросы, ну, если это соответствует возрасту и вашим намерениям и поставленным целям. Я жду ребенка. Или, в принципе, вопросы, касаемые дома, места вашего пребывания, может быть, сами по себе стены, да, или вы планируете что-то на будущее, или вы улучшаете жилищные условия. Безусловно, императрица плодовита на творческие планы, не только буквально. Поэтому тут, если у вас есть какой-то творческий проект, определенно есть смысл начинать. Ну, или это какой-то человек, который достаточно надежный. Может быть, это и какая-то сфера жизни, которая или несколько даже сфер. Но в конечном итоге, вот почему я вижу очень большой позитив в этой карте. Пусть какие-то перемены или с чем бы мы тут ни столкнулись, ведь это старший аркан, как будто все равно складывается в более благополучную сторону. Или когда, знаете, были некоторые, ну, такие острые моменты в той или иной сфере жизни, а тут как будто ситуация нормализуется. Ну, вот такой знак судьбы. Безусловно, очень добрый, очень позитивный, но и в центре, в принципе, для вас вопросы вашего благополучия. Вот такой знак судьбы. Сохраняй как будто себя, козерог. Это же можем мы отнести и к мужчинам, мы по полу карту не рассматриваем. Это, ну, какая-то продуманность действий, безусловно, дипломатия. Я могу допустить, что и вы кому-то помогаете, но тогда и кто-то, может быть, помогает вам, потому что есть, безусловно, какой-то контакт, взаимоотношения. Паш Пентаклей, второй знак судьбы. Пажи– это у нас вестники, поэтому буквально кто-то с весточкой, либо ваш дом, ну, или так условно ваш дом. Это может быть, конечно, ну, к примеру.
какая-то новость или важный разговор. Может быть, разговор просто дружеский, а вы услышите, ну, как идею какую-то. Но у кого-то это может быть весточка от ваших детей, может быть, даже взрослых детей. И я по этой карте не исключаю того момента, когда вы делаете первые шаги в каком-то интересующем для вас вопросе или буквально деле, и, возможно, это будет касаться партнерских отношений именно по труду, по занятости или откуда к вам приходят деньги. Есть какая-то перезагрузка, или, может быть, это вести с работы именно напрямую. Но сама по себе карта говорит, что тут нужно о чем-то еще подумать. Найти еще какую-то дополнительную информацию, изучить тот или иной вопрос. Хотя иногда эта карта будет буквально говорить, что кто-то спешит на наш порог и буквально с подарком, да. Но не совсем тут нам про подарок, потому как больше карта говорит о том, что это к нам может обратиться какой-то человек, и он имеет свою цель, которую он вам сразу не расскажет. Или просто какой-то контакт состоится. Почему так говорю? Ну вот если мы посмотрим даже в этой колоде, да, как будто за спину завел руку молодой человек и там скрывает, как бы, да, может быть, он и хочет такое преподнести, мы еще пока не знаем, он только стучится в дверь. Но поначалу этот предмет кажется, что как переплетенные кольца. А если мы посмотрим так более внимательно, да нет, это тут не про кольца, это какой-то такой узор, сложное переплетение. Может быть, сама по себе путаница чья-то, и человек обратится к вам как к эксперту или к человеку, у вас все-таки карта императрица. Или вы, мои дорогие козероги, вы достаточно сильные, люди прагматичные, не без этого. Вы прочно стоите на земле. Какая бы там погода вокруг вас ни была, будем говорить. И кто-то, видя вашу силу, попросит вашего совета. Вот это тоже. Но тогда примите тот факт, всегда попажу, идет ведь какая-то незрелость. Значит, с одной стороны, вам всю правду могут не раскрыть, это раз. И поэтому, если вдруг вопрос касается того, что вы в чем то принимаете участие, вот кто-то за этим может к вам и обратиться, потому что именно вас видит ресурсного человека. Ну, тогда вот мера ответственности вами должна быть просчитана очень четко, потому что все же я могу предположить, либо правду не говорят, либо сами не знают. Вот какие-то такие контакты могут быть. Не торопитесь куда-то. Императрица, она и не спешит никуда. Может быть, вот и сам по себе период, это правда, октябрь и даже ноябрь для вашего знака зодиака. Так вот, если мы берем в целом планетарные транзиты, это такой уверенно спокойный период. Но я приглашаю вас на свой сайт, ссылка будет в описании под видео. Гороскоп на осень. Дело в том, что октябрь-ноябрь, эти месяцы энергетически похожи. Да, вокруг нас будет царить какой-то информационный хаос, мы будем слышать какие-то противоречивые или мнения, или новости, или информацию. Тут с позиции «доверяй, но проверяй». Но что касается вас самих, здесь более такое какое-то ровное, спокойное поле, хочется сказать. Есть такое значение по аркану умеренности. Ты не торопись. Ангел наблюдает за вами. Может быть и правда, куда-то не стоит лететь впереди паровоза, пока вы не узнаете что-то поподробнее или не изучите какой-то вопрос. Все же я тут больше вижу, у вас добрый период, но какие-то контакты есть, а ваша задача– сохранять как будто себя и свое благополучие. Ну, как-то так. Ну ладно, что же там скоро случится или произойдет? Ну, наверное, все то, что я только что сказала. Может быть, это вы будете вместе с любимым человеком обсуждать какие-то новые планы. Вот, кстати, по пажу пентаклей. Может быть. Кто-то из вас нашел информацию какую-то, которая вас заинтересует, и вы вместе будете обдумывать, стоит этому проекту давать, как бы, ну, возможность жить, продолжать что-то, да, или нет. Ну, можете что-то изучать, то, что будет интересно именно вашей семье. Но, безусловно, десятка чаш– это единение души, это любовь, это взаимопонимание, взаимная поддержка. Это и вопросы дома, это и благополучие, если мы в плане финансового даже какого-то успеха. Поэтому очень позитивная карта, и что бы тут ни происходило, для вас оно как будто вот вам это нужно, как и для благополучия, и для вас это складывается в красивый узор, мои дорогие. Ну, давайте все-таки в неожиданностях. А ведь правда, вы можете планировать, может быть, и с семьей, или с вашей парой, любимым человеком,
Кто-то и, ну, это касается вас самих, мои дорогие. Конечно, по шестерке мечей, знаете, такая универсальная карта, и она, пусть не в этой колоде, но вообще она звучит карта заслуженного успеха. То есть это тот успех, который не буквально завтра приходит, а который мы, ну, где-то должны и отстроить. И вот это искусство первого шага. Безусловно, это мужество собраться куда-то, да, вот именно как, ну, не то, что рискнуть, это не лотерея, нет, а именно решиться на какой-то ответственный шаг, понимая, что вся ответственность лежит целиком и полностью на самом себе. Поэтому где-то мы настраиваемся, что готовы к неожиданностям, но как будто других вариантов нет, потому что вот эта безжизненная пустыня, которая в разных колодах, она обычно присутствует. То есть как будто на прежнем берегу или в каком-то прежнем месте мы уже сделали все, что могли. Или таланты мы не можем свои раскрыть, или не подходит нам, ну, даже если мы переложим по работе, потому что по работе как раз перспективное что-то мы и начинаем обдумывать, или нам хочется уже что-то поменять, потому что, может быть, работы много, а отдача, да, или энергообмен, финансовый какой-то эквивалент, он вас не устраивает. У каждой свои побудительные мотивы, а у кого-то напрямую это дорога, неожиданная поездка. Хотя я не исключаю, что это может быть неожиданный переезд. Может быть, вы какое-то время искали жилье, а именно вот в эту декаду вы найдете тот вариант, который вас устраивает. И вам придется, ну, такую решимость тоже проявить, поскольку это может быть внезапно. Все же мы смотрим неожиданности, да. Вы теоретически могли предположить, что, ну да, я не против, я бы рассмотрел или рассмотрела этот вопрос. А тут, словно его величество случай, вам даст какой-то вариант, который как будто соответствует больше тому, чего вы желали или хотели. По шестерке мечей пространство, эфир, интернет, поэтому я часто говорю, когда мы делаем первые шаги, работать посредством интернет или изучая какие-то технологии, иностранные языки, мои дорогие, или когда мы понимаем, что нужно нам, ну, вот для вот этого путешествия, или как вариант работы из любой точки мира. У кого-то тоже может проиграться. Очень многогранная карта. И вот побудительный мотив, как раз когда вы хотите что-то изменить и делаете первый шаг, может кого-то из вас подтолкнуть, когда вы начнете изучать какие-то скиллы, навыки, еще второе образование получать. Причем совсем не обязательно, что это будет какой-то университет. Когда долго нужно сидеть за партой. Нет, это скорее тогда что-то такое ближе к скиллам, именно навыки, которые несколько месяцев проходят, и мы уже, по сути дела, мы специалисты, мы можем приступить к труду. Вот какую-то такую и интересную многоходовочку вы можете задумать, но она так или иначе, движение само по себе идет по этой карте. И не то, что впустую, а то, что вас приводит к успеху. Ну, наверное, искусство первого шага. Это ж надо решиться, правда? Вот что-то такое. Хорошо, так это к чему все идет? Принцесса чаш. Вам будет что-то нравиться. Вообще, мои дорогие козероги, хорошее настроение. А еще в этом подсказка. Нужно заниматься тем, что вам действительно нравится. И даже я понимаю, конечно, иногда мы вынуждены работать, а порой и пахать. И тут мы не изменим. Откуда-то к нам должны приходить деньги, правда, мы себя должны обустраивать своего благополучия, заботиться о самих себе, а то и о наших близких, детях, семье, то есть, ну, вот какие-то вопросы решать. И тем не менее, кто-то из вас может задуматься, что, ну нет, так не всегда может продолжаться. И если я на сегодняшний день оставляю работу, потому что как необходимость, но моя душа просит полета и чего-то другого, и вот это что-то другое вы как первый шаг будете делать. Потому что, понимаете, ведь это, по сути, карта вдохновения. Вот у вас есть это вдохновение, есть желание идти вперед, и это само по себе здорово. Это, знаете, как любопытство к миру, не к соседу, нет, а это желание что-то новое узнавать, выйти, ну, может быть, из какого-то и периода ограничений, или когда вот как этот безжизненный берег. Там, где мы находимся, мы уже все изучили или мы уже, ну, практически попробовали все то, что было, в пределах досягаемости, да, для нас. А тут вот именно какой-то горизонт вас уже манит. Ладно, чего ждать? Сфера личной жизни и отношений.
По четверке мечей вообще-то день сурка. Вот интересно, может быть, это вы будете как-то в другой формат либо свои отношения переводить, или, есть какая-то история нерешенная. Возможно, и есть какой-то камень преткновения, хотя, в принципе, знаете, вот мы только с вами проговорили на ту тему, что как вот хочется других эмоций, хочется новых берегов. Все-таки вот это побудительные такие карты. И я для кого-то из вас могу предположить, что вы даже с парой, все же десятка чаш вверху, или со своим партнером, ну, пусть с другом, с подругой, вместе задумаетесь над каким-то проектом. Потому что хочется вот этот день сурка, ну, как, знаете, какую-то рутину, как будто разорвать или отказаться от нее. Хочется, может быть, как и перемещений, драйва, хочется и каких-то других эмоций. Явно что-то Козерогу надоело. Ага, а вот у нас что тут. Вы знаете, у кого-то и ссора могла быть. Вот как нашла коса на камень, по пятерке жезлов не договорились, не поняли, какое-то ненужное противостояние. Причем именно на недопонимание тут можно было раздуть из мухи слона, потому что по тройке мечей, может быть, и прежде была какая-то деталь в ваших взаимоотношениях, которая одному из вас не нравилась. Кто-то очень остро воспринял или в силу ваших предубеждений, в силу воспитания, может быть, как вы представляете что-то, то тоже вот именно из-за того, что как будто недостаток информации, недостаток взаимопонимания, могла быть даже вот такая серьезная ссора, когда, ну, знаете, как принципами не сошлись. Но тогда для кого-то вот все вот эти карты будут означать, что вы будете, может быть, попытаетесь ну, как закопать топор войны, прекратить какое-то противостояние или, как вот иногда бывает, двое обиделись, и каждый ждет, когда кто-то проявится первый. Или, ну, были какие-то недосказанности, или один поступил так, как, а второй этого не ожидал. И нам может показаться в один момент, ну надо же, как будто мир рушится. Да неужели вот это моя ошибка, ошиблась как или ошибся в человеке? А что это вообще такое? А может быть, это просто конкретный вопрос у вас начнет двигаться, да, например, если мы про семью, про вашу пару, вы хотели проживать вместе, искали вариант. У кого-то тут ведь мы все разные. Кто-то, например, если взрослые дети, которые пытаются разъехаться, а вот явно этот вопрос какой-то не шел, ведь это всегда пауза. А здесь вот как раз тогда в эту декаду, наоборот, это что-то получит продвижение. Или, кстати, вот эти две карты, которые перевернулись, это тоже может быть такое, как конфликт отцов и детей. Нет уже того взаимопонимания, но это не говорит о том, что мы там поссорились. Нет, это просто наступает период, когда дети вырастают и должны жить отдельно. А вот смотрите, а для кого-то из вас может быть и такая проверка на прочность. Может быть, у вас и есть какие-то, ну, допустим, отношения или были когда-то, да, а уже неважно там, как сложилось, по какой-то причине, возможно, вы расстались, или отношения сами по себе прекратились, были подведены к нулю, и у вас уже новая история сложилась. И вдруг кто-то из прошлого, ведь это карта ностальгии, заявится на ваш порог с каким-то своим интересом. Ну, это пусть одному, двум, но нужно услышать. Вам какое-то надо справедливое решение принимать. Видимо, справедливое решение касается и по части того, как если вы, ну, не договорились, да, то есть по справедливости. Потому что встречаются два разных человека. И мы не должны воспитывать или как будто ломать вторую половину под наши какие-то взгляды, мировоззрения, от того, как мы сумеем договориться, от того, как мы сумеем смотреть в одном направлении. Пусть мы совершенно разные, но от этого будет зависеть наша судьба. То есть быть все-таки справедливым. Если же вы действительно решаете какие-то вопросы по части, может быть, у кого-то и суды, то тогда нужно делать все по закону. Может быть, вам необходима консультация специалиста, юриста, адвоката, потому что здесь нам могут для кого-то показывать какая-то прежняя история, которая, может быть, как раз с разбирательством связана, стала на паузу по тем или иным причинам, и вам нужно как-то это продвигать. Тогда, скорее всего, вот это движение, оно может быть, ну, как с другим подходом.
Или, может быть, вы будете готовы на какой-то компромисс. Опять же, повторюсь, тут у каждого будет что-то по-своему, но главное решить что-то можно. А для тех, кто, ну, повздорили, с кем не бывает, правда, тогда можно помириться. Тоже нужно быть справедливому. Но слушать свою душу– это факт. Сфера финансов, чего ждать? Вот у кого-то мог просто вопрос такой злободневный быть именно по финансам. Это для тех людей, кто в паре. Для тех, кто один или одна, я бы сказала, вы знаете, тут надо хорошенько подумать, сколько будет продолжаться день сурка. Тогда вот этот триплет будет говорить, а ты не жди какого-то того персонажа, который был когда-то. Вряд ли он придет. Или наоборот, нам тогда будут говорить, не суди, может быть, во всех людях по какой-то предыдущей истории. Тоже вот нужно быть справедливым. Одним словом, я все говорила, но в той или иной степени или контексте вы перекладываете на себя. Все-таки нам тут конкретно на деньги всегда эта карта говорит, будь внимателен. И буквально сумочки, кошельки, карманы, да, даже хочется сказать. Ведь это карта вора. И, ну, так называется, хотя нигде это не прописано, но она нас призывает бди как будто, смотри в оба. Мы тут больше должны, знаете, быть, может быть, и расчетливы, может быть, и не допустить какой-то ляпсус, потому что если мы говорим о воришке, да, карта, то это нас могут к чему-то склонять, призывать, давай купим это. Или, ну, знаете, бывают такие персонажи, всячески рекламируют, что доказывают, насколько полезен тот или иной продукт. Ну, понятно, маркетинговые ходы, они разные. А вот вам нужно все же быть реалистом. Ну, риск, как минимум, я думаю, есть. Хотя у кого-то, может быть, это совпадает и с личной историей. А что это такое? Давайте достанем еще одну карту. Вы знаете, для кого-то из вас это может быть даже банальная ситуация по работе. Обещали одни деньги, а по факту заплатили другие. Потому что прообраз башни– это ведь тоже какая-то структура, организация. И вот откуда к вам приходят деньги? Вот тот путь, которым вы прежде получали, здесь, может быть, вы как раз и видите, что не работает, или еще там месяц-другой будут какие-то перемены, смена руководства, смена вообще какой-то, как и графика работы, так и какого-то подхода, может быть, к работе, система, если мы говорим, да? И это вас по какой-то причине тоже может не устраивать и побуждать найти дополнительный доход или искать как минимум его. Безусловно, карта предупреждает, что ты тут не вкладывайся. Вот я не могу по этим двум картам сказать, что вы достали из кармана деньги и приобрели какую-то, ну, может быть, вещь большую или какую-то значимую покупку. Может быть, и перенести, или не отказываться, но взять такую нейтральную позицию, типа я подумаю. Но как-то тут надо быть очень осторожным. Конечно, старший аркан будет говорить о том, что это внешняя ситуация. Внешняя именно извне. И тут явно нужно не замечтаться, мои дорогие. Будьте внимательны, потому что вообще люди могут вас именно как считывать, как человека ресурсного, в том числе и по финансам тоже. У вас, посмотрите, и карта императрицы, и десятка чаш. Ну, что тут скажешь? Тут действительно есть какая-то база. И иногда вот такие персонажи, которые не зарабатывают сами, а какими-то обманными действиями. Они, словно великие психологи, считывают тех лиц, которые этими ресурсами располагают. Конечно, прошляпить мы тут явно что-то не должны, но у кого-то это касается не просто вот каких-то мелких персон, вот именно ненадежных, да, когда вы особенно в толпе вот оказываетесь. Будьте внимательны. А это именно на работе какая-то ситуация сложилась. Или откуда вы получаете деньги. Будьте внимательны, мои дорогие козероги. И давайте на ваши достижения по рыцарю Пентаклей, да, мы что-то изучаем. Мы внимательны к деталям, мы изучаем какие-то инструкции. В принципе, мы никуда не торопимся, вот нам и говорят. Может быть, кстати, с учетом денег вас какой-то человек может призывать к тому, что ну давай быстрее, быстрее соглашайся, быстрее думай, быстрее плати. Вот если что-то подобное происходит, она ведь старший аркан, как императрица, так и умеренности, говорит о том, что не торопись.
Да и паш пентаклей, вот этот предмет непонятный, да, какая-то путаница, не ваша, чужая, которую вам кто-то приносит. Поэтому будьте готовы к любого рода неожиданностям. У вас ресурсное время, но, наверное, эта декада — время себя сохранять. И все то, что где-то у вас есть. Это не значит, что мы не движемся вперед или не рассматриваем какие-то новые варианты, но более так прицельно, более конкретно, где-то исключая или предполагая, а потом исключая какие-то возможные минусы, чтобы попросту себе чем-то не навредить. Поэтому вот рыцарь Пентаклей и говорит: будь внимателен к деньгам, тоже все же Пентакли. Будь внимателен к документам, которые ты подписываешь. Будь внимателен вообще, в принципе, когда вы делаете следующий шаг или, когда вы хотите что-то создать, да, допустим, но или создать, или где-то работать, или с кем-то, или с чем-то провзаимодействовать. Так вот, все равно ваша задумка, мои дорогие козероги, она требует детализации и конкретики. Тогда, может быть, меньше будет вот каких-то недоразумений, мои дорогие. Поэтому сохраняем и укрепляем. Ну, может быть, и личная жизнь. Тут тоже какие-то договоренности все-таки я предусматриваю. Тогда тоже, знаете, в каком-то спокойном ключе, не в торопях, не на ходу, не обрывками фраз, а каким-то важным диалогом. Возможно, вам и придется прояснить, что там было как камнем преткновения или почему друг друга не поняли. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю за ваши искренние комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.